Сара заметила это впервые утром. Она стояла перед зеркалом, расчесывая волосы и по-прежнему напевая себе мелодию, которая когда-то воодушевляла ее. Улыбка светилась на ее лице, пока она не заметила, что на расческе осталась целая прядь ее волос. В тот момент страх охватил ее сердце, как будто черная тень ступила в ее жизнь, и она не могла понять, откуда пришла эта тень. Сначала она списала это на стресс. Последние месяцы выдались тяжелыми. Бесконечные рабочие часы на утомительной должности, беспорядок в доме из-за бесконечного ремонта, бессонные ночи, полные тревог и переживаний. Все это как будто складывалось в одну длинную, утомительную палитру. Сара пыталась успокоить себя и убеждала, что это всего лишь легкие трудности. Она повторяла себе, что такое уже бывало. Пересушенные волосы после зимы, сезонная линька, усталость от всей этой рутины. Ей просто нужно отдохнуть, выспаться, избавиться от беспокойства. Она взглянула на свои волосы, на то, как они весело свисали ей на плечах, надеясь, что после короткого отдыха все вернется на круги своя. Однако через несколько дней ее утешения рассыпались в прах, как стекло, разбитое о твердый пол. Пряди ее волос продолжали выпадать с пугающей регулярностью, и Сара все больше тревожилась по этому поводу. Каждое утро начиналось с уборки ванной комнаты, где волосы запутывались в сливе, словно пытались спрятаться от своих страстных хозяйки и судьбы, и оседали на кафеле, как печальные воспоминания, не желающие покидать ее. По утрам подушка лежала в пелене обломанных волосков, и каждый раз, когда она вставала, ей становилось все грустнее. На полу в коридоре, в трещинах между половых досок, она находила их снова и снова. Каждое новое обнаружение причиняло ей боль, а иногда даже страх, как будто стены дома подсказывали ей о надвигающемся крахе. Сара начала замечать редкие пятна на коже головы, нечто обнаженное и воспаленное среди некогда густых волос. Иногда, расчесываясь, она испытывала резкую боль, словно дергала за корень чего-то живого, цепляющегося за нее изнутри. Появился зуд, навязчивый, сводящий с ума. И Сара ловила себя на том, что машинально теребит голову, царапая кожу до ссадин. Каждое движение по коже вызывало мучительное желание снять с себя это бремя страха. Ночью зуд становился невыносимым, превращая ее дни в бесконечные часы ожидания. В темной тишине спальни ей казалось, что ее кожа головы дышит сама по себе, что под ней шевелится что-то крошечное, неведомое. Когда Джон Кьиту, ее муж, однажды утром увидел ее мокрые волосы, почти полностью прикрывающие слив в душе, он понял, что ситуация стала серьезной. На его лице была написана тревога, смешанная с ужасом. Его страх и растерянность сразу подбросили к ее горлу дуновение страха. «Сара, это не просто стресс», — сказал он, стоя с комком ее волос в руках. Голос дрожал, а взгляд полон ужаса и беспокойства. «Дорогая, мы должны что-то сделать». Чувствуя, как в горле поднимается волна паники, густая и удушающая, Сара отвела глаза. Она не могла допустить, что со здоровьем ее может быть что-то действительно серьезное, и от этого становилось страшно. К тому времени, как она решилась это озвучить, успокоила себя одной мыслью. «Я просто устала. Ничего более». «Я думаю, это может быть онкология». Выдавила она шепотом, и слезы стекали по ее щекам, словно маленькие ручейки, унося с собой надежду на быстрое выздоровление и радостные планы на будущее. Затмевающие ее разум страхи и тревоги переполняли ее. На следующее утро они были в клинике. Доктор Грейс спокойная, строгая женщина с внимательными глазами, не задавала лишних вопросов. Она освободила Сару от всех забот и волнений на время осмотра. Доктор старательно проверила ее голову, раздвигала волосы на проборы, светила лампой на кожу головы, внимательно записывала в блокнот показания. Каждый ее штрих был словно печать приговора, подтверждающая:
ее страхи. Когда Сара рассказала о легкой лихорадке, усталости и ночных потах, а ее голос звучал дрожащим шепотом, улыбка на лице врача стала неуловимо настороженной. Она назначила анализы крови, тесты на онкомаркеры и соскобы с кожи головы, и каждая процедура вызывала у Сары все больший страх и паническое ожидание. Время в ожидании результатов растягивалось, как бесконечная зима, и каждый час казался вечностью. Позже Сара чувствовала, как ее тело слабеет, как волосы стремительно выпадают в большом количестве. Обнаженная кожа, усеянная микротрещинами, каждую секунду напоминала ей о том, что происходит с ее телом. Инстинктивно она понимала, что что-то пошло не так. Иногда ночью, просыпаясь от зуда, она находила под ногтями тонкие кусочки своей кожи, словно бессознательно раздирала себя во сне в надежде избавиться от этой тяжелой муки и страха. Сара и Джон обошли нескольких специалистов – терапевта, дерматолога, иммунолога. Каждый новый сеанс и каждая новая беседа приносили все больше смятения. Она слышала разные версии – аутоиммунное заболевание, грибковая инфекция, гормональный сбой, нервная аллопеция. Каждый новый диагноз звучал как удар молота по уже надломленному сердцу. В качестве лечения ей предлагали антигистамины, мази и успокоительные, но ничего не помогало, и нарастающее лечение становилось пыткой. Однажды после еще одной процедуры в кабинете физиотерапии Сара потеряла сознание. Врач объяснил это переутомлением, но в глубине души она знала, что-то разлагает ее изнутри, как будто ее жизнь стремилась обернуться в темноту. Она становилась все менее уверенной в себе, жадно искала знаки, подтверждающие ее страхи. Интуитивно ощущая, что что-то не так, она становилась все более настороженной, как зверь, запертый в клетке. Иногда ей казалось, что врачи смотрят на нее с тайным сочувствием, тем, каким смотрят на обреченных. Она чувствовала себя все более одинокой в этом невидимом аду, и каждый новый диагноз, каждое новое обследование приводило ее в удар, как ненадежный стул, под которым едва кажется опора. Сара начала бояться собственного тела, того, на что когда-то полагалась. Каждое новое пятно на коже головы казалось знаком приближающегося конца. Иногда в зеркале она видела не себя, а чужую женщину с пустыми отрешенными глазами и пятнами крови на руках. Образ, отражающий ее страхи. Эта дама казалась не только ей, но и Джону, который не знал, как поддержать свою любимую, как помочь ей справляться с этим невидимым врагом. В такие ночи, когда тишина становилась непрерывной и порой угнетающей, она металась в постели, царапая себя до крови, а Джон крепко держал ее как пожарный, который держит страдающего человека. Он заключал ее в свои объятия, шепча бессмысленные слова утешения, желая сделать все, чтобы ее успокоить. Иногда он просто долго сидел рядом, держа ее руку в своих ладонях, как будто слово могло вызвать очередной приступ тревоги. Ему было тяжело видеть ее страдания, и он делал все, чтобы сгладить ее волнение. На третий день после еще одного соскоба доктор Грейс вызвала их к себе. Они волновались перед встречей, как будто предстоящая новость способна вернуть их к пузырю счастья. В кабинете стояла гнетущая тишина. Каждый звук казался предвестником чего-то ужасного. Доктор аккуратно положила перед ними увеличенное фото с микроскопа. На снимке были изображены полупрозрачные существа с заостренными головами и рваными клешнями. Они вгрызались в волосяные фолликулы, оставляя за собой черные, будто обугленные каналы, которые олицетворяли само зло. «Это дерматофаги», — произнесла доктор, и ее голос был как колокол, который звенит в горнило вечности. Сара смотрела на изображение как на кошмар, в который ее втянули без спроса. Ощущение, что она сама становится частью этого безумия, долго не покидало ее. Доктор объяснила, что это редкие паразиты, обычно встречающиеся в тропиках.
Некоторые из них могут проникать через зараженные ткани или мебель, попадая в ее дом. Их личинки внедряются в кожу, питаются кератином и разрушают корни волос, точно там, где Сара когда-то прятала свою силу и здоровье. «Вы упоминали старое кресло, купленное на барахолке?» — спросила доктор, а ее слова звенели в сарказме. Сара кивнула, уже понимая всю глубину своего несчастья. Это кресло стало символом всего ее страха, и теперь ее жизнь зависела от него. Доктор протянула им план лечения: противопаразитарные шампуни, пероральные препараты, иммуномодуляторы, а также обязательная полная дезинфекция дома. Они поверили, научились жадно впитывать каждое слово, словно от этого пойдет спасение. Лечение оказалось адом, обжигающим и разрушительным. Шампуни обжигали ее израненную кожу, оставляя болезненные волдыри. Голова покрылась трещинами и язвами, но даже это изнеможение напоминало, что они все еще сражаются. Иногда Сара кричала в душе, когда горячая вода нежно, но пытливо касалась ее израненной кожи, и каждый ее крик отражался в тишине квартиры, не принеся облегчения. Ночью она чувствовала движения под кожей, медленные, еле заметные, но до ужаса реальные. Это ощущение, как будто невидимые твари корчились у нее под кожей, сводило с ума. В такие минуты ее охватывала паника, неконтролируемая, животное, которое не позволяло ей выспаться даже на мгновение. Она вцеплялась в Джона, дрожащая, едва удерживаясь от того, чтобы сорвать с себя остатки кожи. Он не отходил от нее ни на шаг, стараясь быть рядом, делая все, чтобы помочь ей выкарабкаться из этого кошмара. Джон обрабатывал мебель, выносил зараженные вещи, заказывал бригады санитарной обработки и практически не спал, борясь с невидимым врагом. Иногда он просто сидел рядом, держа ее руку в своих ладонях, пока она расчесывала голову снова и снова до крови, лишь бы стереть ощущение чужой жизни внутри себя. Даже когда у него не было сил, он оставался рядом, обнимая ее, как будто они были одним целым. Только через месяц, когда они, казалось, начали видеть свет в конце туннеля, первые признаки улучшения начали проявляться. Зуд стал стихать, новые волосы, тонкие, слабые, словно после ужасного истребления, пробивались сквозь рубцы. Появление нового роста волос дало надежду, но и глубокую тревогу о том, что это может снова прекратиться. Однако Сара изменилась, как глиняная статуя, обожженная огнем. В ее взгляде теперь была та самая тонкая, почти невидимая хрупкость, указывающая на то, как опасна жизнь, и как легко эта опасность могла вернуться. Каждый день жизнь стала новым испытанием, а каждый шаг — угрозой. Каждый новый шум за окном напоминал ей о том, что она не должна расслабляться. Однажды вечером, сидя на крыльце с чашкой горячего чая, Сара посмотрела на Джона и тихо сказала: «Я каждый раз думала, если вдруг все пойдет не так, я хочу, чтобы ты знал. Я была счастлива с тобой, несмотря ни на что». Каждый его взгляд, каждое прикосновение были наполнены теплом, и ни одну секунду они не жалели о пройденных испытаниях. Он молча накрыл ее руку своей. Слов не нужно было. Они вместе прошли через это и знали, что смогут пройти и дальше, несмотря на все трудности. Но где-то глубоко внутри, в самые темные часы перед рассветом, Сара все еще иногда чувствовала легкий зуд, еле уловимое шевеление под кожей. И тогда она сильнее прижималась к Джону, напоминая себе, что это всего лишь страх, который можно преодолеть, и что, несмотря на свои беды, она не одна. Они вместе преодолевали не только страх, но и поиск понимания и принятия. Поддерживая друг друга, они находили новые способы любить друг друга. С тем временем, когда спешка с такими слабыми волосами заставляла ее дрожать из-за каждого дуновения ветра, медикаменты и процедура лечения помогали ей оставаться на плаву.
Сара поняла, что не может позволить страху запугать ее вновь. Она выглянула в окно, увидела, как солнце восходит над горизонтом, осветив ее мир. Новый день стал новым началом, новым экраном для еще одной возможности выжить, и с каждой новой ночью пара умела заново осознать, как важна их любовь. Каждый новый момент жизни приносил им простое счастье — быть вместе и находить радость даже в самых небольших вещах. В конечном итоге их истории стали не только о первой борьбе, о страхах, но и о радости будней, которые они теперь ценили как яркие звезды на ночном небе. Любовь и поддержка стали их чувством, их путеводными звездами. Сара знала, что рядом с Джоном она сможет преодолеть все трудности, затмевающие рассвет. И когда ветер продолжал трепать ее волосы, она лишь вспоминала о том, что это всего лишь ветер, не пугающий, а освежающий. Со временем они научились ценить мелочи — смех, завитки волос и соленый вкус жизни. Эта история стала символом их любви, свитком мира, который они строили вместе. Они вместе обретали смысл жизни в любви и поддержке. Даже в самые темные времена, когда ничего не казалось понятным, они знали — вместе они переживут любые метели и найдут пути к своему солнцу.